Привет, с вами Лил, и сегодня мы остановимся на очень показательной игре на моем любимом герое Визаже. Его не так часто можно увидеть в пабах, но он обладает одним из лучших винрейтов в рейтинговых матчах вне зависимости от уровня игры. В проиграх Визаж также встречается нечасто, ведь уверенно исполняет на нем далеко не каждый игрок, но в умелых руках, а самое главное при правильном его использовании, герой очень силен. По получении 6 уровня и первых артефактов, Визаж становится неубиваемой машиной по сносу товаров и готов участвовать в любой драке. Пассивка делает его крайне плотным и трудноубиваемым, а урон со второй способности и от самонов приоритетной целью для противников в тимфайте. Визаж довольно неповоротлив, и команды, выбирающие его, предпочитают строить весь свой мидгейм именно вокруг него. С хорошим стартом остановить Визажа довольно непросто, но тут всплывает его главная слабость – это лайнинг, на котором он уступает очень многим героям. Посмотрим, как удастся его реализовать Team Liquid против Virtus.pro в пятой игре финала Супермажора. Будем мы разбирать игру Матумбы, которая будет исполнять на Визаже. Сперва мы начнем со стадии драфта, чтобы понять, почему взяли Визажа. Героя Liquid берут в первой стадии. Он плохо смотрится против Кунки со Скаймагом, но именно эту игру я выбрал не зря. Team Liquid часто использовали его на позиции керри по ходу турнира и имели 100% винрейт в играх с ним. В том числе они выиграли с ним первую карту гранд-финала, а на четвертой этот герой был забанен противником во второй фазе, поэтому Liquid решили забрать его сразу. По драфту у Liquid Core это Визаж и Темпларка, против них Кунка и Медуза. Пик Virtus.pro выглядит посильнее в плане тимфайта и вейт потенциала, но Liquid набрали себе своих лучших героев, если судить по статистике этого турнира, а Визаж является центральной фигурой в их стратегиях по ходу ивента, и эта игра не станет исключением. Посмотрим, как ему удастся исполнить данную стратегию в завершающей игре турнира. Что можно сказать по стартовому закупу? Матумба выходит в фастики против Тайда и Скаймага, которых ожидает увидеть на своей линии. Они могут уже с первого уровня начать спамить скиллами, что будет заряжать стики. В принципе, сам артефакт довольно неплох на Визажа, хоть и присутствует не во всех билдах. Само собой, Матумба берет реген на линию. Его не так уж и много, но это все из-за того, что он делает выбор в пользу раннего Блайдстоуна. Иногда на сайд-линии есть смысл делать закуп на статы, но данный айтем отлично смотрится в данной ситуации, ведь с ним на линии будет стоять Нага, и ликвиды будут стакать Мимс Армор, что значительно увеличит их урон в лайн-фазе. Ну и само собой дальше он сможет сделать из него медаль. Следует попытка от Virtus.pro отжать руну, но очень сильно подставляет Скаймаг, и ликвиды с двух кнопок разбивают ему пол лица и заставляют таким образом отступить. Сразу же работает их задумка. С нулем врожденного армора Скай никак не может драться с персонажами Liquid. Хороший блок крипов от Матумбы ставит линию близко к своему таверу. Из-за этого Наги удается выйти в спину к противнику, и дальше они вдвоем на ровном месте убивают Медузу на ФБ. Рамзес, конечно, немного подсовел Ликвидом и закрыл сам себе путь веткой, но он бы и так тут не уходил. В итоге ФБ достается Визажу, что дает ему очень много. На этот раз подставляется Роджер на Скаймаге, и здесь его также очень легко убивает. Под минус армором он склеивается очень быстро. Как я уже говорил, главная слабость Визажа это лейнинг. Обычно его ставят в мид, чтобы быстро набирать опыт, где он проигрывает почти любому мидеру, но зато быстро получает шестой, с которым его сила значительно растет. Здесь мы видим, что Ликвиды используют его в легкой, где он защищен одним из сильнейших саппортов на тот момент Нагой, да еще и делает ФБ, что значительно облегчит начало игры для нашего героя. После убийства он наконец-то добирается до боковой лавки, где покупает себе стики. На втором Матумба берет себе пассивку, чтобы увеличить свою выживаемость и меньше чувствовать спам от Ская. Нужно отметить, что он мог бы взять Soul Assumption, с которым ликвиды могли бы чаще убивать, но они хотят качаться и поэтому предпочитают не рисковать. Ликвиды нападают на Медузу, но из-за щита ей уже не так больно, как это было на первом уровне. Это все плюс-минус выгодно Визажу, потому что его основная идея в том, чтобы стоять хотя бы на равных, а если они выиграют, то это вообще супер круто. Матумба докупает еще больше регена, ну и первым артефактом он будет выходить в хедреску, а затем в доминатор. Сейчас это очень популярный артефакт на Визажа, потому что ты берешь крипа, либо катапульту и начинаешь ходить по объективам. В последних патчах чуть подрезали награду за снос вышек, но Визаж с ними уж слишком быстро расправляется с помощью птиц и крипа под аурой скорости атаки от доминатора, чтобы играть пассивно. Визажу хороши все предметы на ауры, такие как барабаны, керас или владмир, но доминатор самый эффективный из них и улучшает пуш-потенциал как никакой другой айтем. Не стоит еще забывать и про ауру, которую дает сам крип. С этим всем можно рано собирать 2-3 объектива, быстро нарастить критическую массу, из-за чего у вашей команды появятся быстрые артефакты, и вы сможете идти в пятером и просто ломиться на Рошан, на хайграунд, неважно. Но и с падением каждой вышки моб-контроль противника будет слабеть, а ваш как раз наоборот. Так что доминатор топ-1 артефакт для Визажа, его можно рашить даже без ничего. У Матумбы сейчас нормальная раскачка в принципе, но к 6 уровню обязательно нужно иметь нюк, чтобы иметь возможность убивать. Он принес себе кучу регена, стики, капли, лишь бы его не убивали.
Нага постоянно пулит, чтобы Визаж получал больше опыта. Основная идея и цель героя как можно быстрее апнуть 6 уровень. Здесь мы видим, как Нага оставляет Визажа одного, чтобы он получал опыт, потому что герой, когда получает 6, становится супер сильным. Вот он качает нюк на 4, юзает Clarity и контролит баунти. Дальше он продолжает качаться на линии, а Нага старается минимально забирать опыт с линии и постоянно пулит, даже одинарный, неважно. Главное, что Визаж получал опыт. Здесь мы видим, как происходит нападение на Визажа по таверам. Роджера Ликвиды не успевает убить, Матумбе чуть-чуть не хватило ман на Soul Assumption. Все-таки Матумба до Хедрески приносит себе кольцо. Steam Визажа будет супер тяжело напрячь, и он продолжает дальше стоять на линии. Нага ошибается и умирает. Матумба качает Slow в 3. У него чисто боевой билд. Самый популярный билд на Визажа – защитный, через пассивку. На 4 армор качает в 2, ведь происходит прирост резиста в 1,5 раза по сравнению с первым уровнем скилла, а дальше уже берут Grave Chill, то есть оптимальный скилл билд на 5 будет 2-1-2. Вниз приходит на ганг Дизраптор, и враги убивают Визажа. Это плохо, ведь его ульт отдаляется. Благо Матумбу опять оставили одного внизу, чтобы он спокойно получал в себе 6 уровень. По ласхиту Медуза опережает Визажа на 10 крипов, и у Матумбы самый плохой результат среди всех коров на карте. Но из хороших новостей Визаж наконец получает 6 уровень и уже может играть агрессивно. С ультом можно начинать играть по тайминге катапульт, который выходит, как вы знаете, каждые 5 минут. Нужно пытаться максимально давить под 5 и 10 минуты. Он держит линию, динает все. Наверное, все же хочет добить доминатор и взять катапульту, прежде чем идти пушить. Медуза улетает наверх, Визаж видит, что никого нету и начинает пушить. Затем он забирает обе баунти и теперь ему хватает до доминатора. Осталось докупить лишь перчатку в боковой лавке. Матумба собирает доминатор, но берет под контроль Урсу, а не катапульту. Наверное, чтобы ускорить фарм. Все-таки Урса дает атак спид. Понятное дело, что катапульта дает больше урона по тауру, но Матумба выбрал немножко другую стратегию, и все равно сейчас пойдет оказывать давление на вышку. Ликвиды нападает на Тайда, и здесь начинается замес. Ему на помощь летит сразу вся команда Virtus.pro, Визажа возвращает и убивает. Пуш не увенчался успехом, хорошо хоть птицы выжили. По билду пока 3-1-3, дальше Визаж будет выходить в медальку. Вот то, что я и говорил, Матумба берет кентавра и начинает ходить по объективам. Для него нет смысла просто стоять, выкачивать леса и толкать линию, поэтому он сразу идет бить товара. Мы видим, как просто за райт-клик птицы убили тир 1 тауэр. Дальше происходит какой-то движ в миде, Визаж заходит с подветренной и не отпускает Роджера. Герой полусамостоятельный, как только команда собирается пятером, он становится супер сильный, тем более здесь драфт рассчитан на early и mid game. Чем дальше, тем сложнее будет выиграть против Медузы, да и Гунка не самый слабый персонаж выйти. Опять же падает объектив в миде, Визаж уже купил себе медальку. Идет перемещение вниз, но неудачно подставляется Миракл, его убивают. Ликвиды хотели пойти на объектив, но из-за того, что нет двух героев и слипа, игра немножко замедляется. Темп игры снижается, и Визажу нужно придумать, чем заняться. Одна из прикольных опций – можно фармить эншентов. Это очень просто с медалькой и птицами. По нетворсу Медуза топ-1, потом идут 3 героя Radiant. Все за счет того, что забрали 2 объектива, в то время как противник только сейчас заберет первый. По XP, правда, немного дайр ведут, но это потому что Ликвиды двигается пятером. Дальнейшие перемещения очень зависят от того, что делает противник. Вот здесь Кунка очень жестко подставился, его убили, и есть хорошая опция зайти на тир 2 тауэр по топу, тем более героя ВП видно снизу. Берется катапульт из доминатора. Ликвиды сразу же расставляют хороший вижен в области. Голем, если что, будет, и они сразу же напирают на тауэр. Под бестом переманенная катапульта очень быстро бьет. Тем временем происходит нападение на Дизраптора. ВП тратит 2 ключевые ульты, в то время как Ликвиды потратили одну, но затем Паша Рэвэджем цепляет Визажа, и происходит не самая хорошая драка для Ликвид. Визажу очень тяжело играть, когда в него летят кнопки, и он их не переживает. Хорошо хотя бы птиц не убили.
У Матумбы маленький уровень, ведь он постоянно ходит с командой. Но на это и рассчитан драфт Liquid. Медуза, которая стояла с ним на линии 14, а он левел 9. Дальше Визаж делает выбор в пользу Пайпа, очень хороший артефакт для столь командного героя. Ликвиды жмут смог, хотят напасть на одиночную цель и находят Медузу. Та не успевает выйти из контроля и умирает. Умирает также и Скаймаг. Это будет ключевой файт для команды Liquid. Дальше Нага цепляет двух героев, и тут Матумба должен тайминг сажать птицу. Он не втаймил, но враги все равно умирают. Существует несколько триков с перевызовом птиц, и ульт сейчас так работает, что нельзя его жалеть. Можно продержать противника в контроле несколько секунд. Единственный минус в том, что если сделать это менее чем за 2 минуты до получения 12, то какое-то время придется бегать с птицами первого уровня. Ликвиды быстро забирают Рошана под минус армором. ВБ приходит, но поздно, и происходит тимфайт после убитого Рошана. Virtus.pro проигрывает этот файт. Очень плохая позиционка. Зачем было идти на Рошана, который уже умер? Визаж покупает пайп. В данной конкретной игре Визаж выступает второй позицией, в которой он себя в принципе лучше всего и показывает. Ликвиды с ним играют 4+1. Что мы и видим на этой карте. Темпарка всю игру фармит, а 4 оставшихся героя всю игру ходят, создают экшен на карте. Визаж один из самых крутых героев в этом плане. Матумба берет талант на дальность способностей. По статистике его берут чаще, но таланты в принципе равноценные, и лично я беру урон. Кому что удобнее, тот то и берет. В 20 минуте Визаж, имея эти артефакты, с тем как выстраивается данная игра, супер сильный и супер полезный, потому что удара не должно хватать урона, чтобы его убить. Если Визаж идет первым, под пайпом у него нет смысла давать фокус, но еще и у Liquid на саппортах супер хорошая контраинициация. Можно уже смело судить, что драфт Визажа очень хорош, и его пик в первой стадии оправдан. Герой, который хорошо входит в концепцию 4+1, темпларка в виде сильного ДД в вейте, также имеется герой с сильной аурой и персонажи с сильным тимфайт ультами. Плюс у команды очень много различного минус армора. Рептайд, Дизоль, Медалька, ну и Бист также бьет физикой, как и два кора команды. Здесь сейчас скорее всего происходит смоук ганк от Virtus.pro. Визаж выбирает довольно странную позицию в лесу над вышкой. Не самая хорошая позиция, потому что ему по идее нужно идти вперед танковать. Дальше Матумба будет выходить в Кирасу. Единственный минус этого билда, пожалуй, в том, что у него немного здоровья. У него есть пайп, пассивка, но если каким-то образом эта пассивка слетит, его попросту сдует. Медуза даже с имеющимися у нее артефактами может застрелять его с руки. 1300 слишком мало здоровья на данной минуте, поэтому очень часто либо грейдят медальку, чтобы от физы не умирать, либо покупает БКБ, чтобы не умирать от магии, либо диск какой-то или даже Кримсон, который бустит и Визажа, и команду. Дальше просто происходит команда 5, вместе подфармливается лес, ждут какого-то пикофа. Вот он пиков. Дальше можно дать собрать свои артефакты, но Liquid хотят еще кровушки и жмут еще один смоук. Из объектива осталось только тир 2 снизу и заход на хайграунд. Против вражеских героев это сделать довольно непросто, потому что нужно подождать будет следующего Рошана, следующая Эгис, ну и пара ключевых артефактов, таких как Кираса на Визаже и БКБ на Темпларке. Поэтому сейчас есть смысл просто АФК профармливать лес. Еще один смоук. Очень сильно хотят пикофнуть героя какого-то, да и имеется урон ДД на Миракле. Происходит драка. Слипом пережидает ульт Медузы и дают Матумбе к ней подойти. Птицы на пару с темпаркой под минус армором очень быстро с ней расправятся. Этот файт сразу же пошел под диктовку Liquid. Ну вот и пик, когда этот герой показывает себя с максимально сильной стороны. Когда ты просто идешь пятером под аурами, врываешься на хайграунд, а противник просто не готов защищать все это дело. Как мы видим, даже не исполняя какого-то высоклассного микро, можно запросто вносить очень много импакта на этом персонаже, что Матумба и показывает. Нельзя сказать, что он прям здесь жестко что-то делал, жестко сажал птиц, расконтролил или еще что-то. Просто райт-клик. Вот, кстати, момент, когда он перевязал птиц прямо в замесе. Если говорить про талант, то выбор делается в пользу Soul Assumption по двум целям. Ну а дальше опять же дело предпочтений. Нет смысла брать плюс к опыту, потому что слишком силен первый предложенный на 15 уровне талант. А из тех, что предлагают на 20 и 25, нет супер имбовых, чтобы прям брать себе опыт. А скиллы и так уже прокачаны.
Ликвид временно отходит на Рошана. Визаж покупает кирасу, берет сыр. В итоге имеется сыр, кираса и героя просто не убить. Мы видим у него уже топ-1 форса после последнего замеса. Дальше Ликвид, по идее, должны ждать птиц и с ними уже идти заканчивать. Вебека у команды противника уже нет. Берется Волк, пожалуй, самый сильный крип на этой стадии. После него по силе идет Урса. В начале больше всего дает Сатир с его аурой. Ну вот таким простым образом на самом деле выигрываются игры. Происходит последний замес в игре. Нага хилит всех с Аганимом. Ну а дальше просто героя уже не убить. А если говорить о причинах, почему Ликвид тут победили, во-первых, потому что драфт хороший очень и хорошее его исполнение. Во-вторых, было пару ключевых моментов, которые заруинили игру команде Dire. Когда Медуза в топе поставилась, затем отдача Рошана и пару одиночных смертей дали Визажу и его команде развить темп и с легкостью выиграть игру. В целом, что можно отметить по этой игре? Ликвид весь турнир показывали очень уверенную игру с Визажом, подстроив под него свою самую сильную стратегию, которую удалось реализовать в решающей игре гранд-финала. Несмотря ни на самый уверенный старт, команда в определенный момент захватила преимущество, а дальше уже не отпустила и прошлась катком по всем объективам Virtus.pro. Именно это и есть самая сильная сторона Визажа – ранний снос зданий и перемещение в пятером. Как оказалось, это и есть стратегия, которая принесла победу Ликвидам на China Super Major.